Все говорили, о, типа, какой у тебя офигенный проект. И я такой, типа, ну, наверное, уже... То есть я бы так не лишился. Но когда уже столько людей говорит, что это круто, я думаю, ну, может быть, ну... Потому что свои идеи себе всегда кажутся хорошими, а когда кто-то другой говорит, что они хорошие, то это, ну, как связь с реальностью, что ли. Конечно, многие говорили, что это авантюрный поступок, начиная с моих родителей, которые вообще говорили, что я сумасшедший. Привет, меня зовут Володя Юдашкин, я автор проекта Plastic Wood, в котором мы сейчас и находимся. Но сегодня расскажу о том, как совершать смелые поступки, если что не устраивает в жизни. Я находил новые лица среди фэшн-моделей и букировал их на работу с известными дизайнерами по всему миру. Повлияло очень много факторов, и мне кажется, что человек способен на какие-то изменения, когда его что-то не устраивает, когда его движет что-то изнутри или извне. И в моей жизни было несколько факторов, которые в сумме воодушевили меня на то, что я ушел оттуда. Первое – это консюмеризм. Я осознавал то, что мода не освобождает людей, так сказать, а наоборот отягощает куча ненужных правил в голове. Это первое. Но если не брать во внимание психологию людей, то как минимум она очень сильно заставляет окружающую среду, потому что вся мода построена на принципе того, что нужно что-то купить, и через какое-то время это уже не считается хорошим или красивым. Там вещи, которые были полгода красивые, назад уже некрасивые. И красивыми становятся вещи из новой коллекции. Это потому что брендам выгодно, чтобы люди постоянно покупали. Они создают постоянно ажиотаж по поводу новых вещей, люди покупают, все эти вещи замотаны в пластик, для того, чтобы эти вещи произвести, нужны какие-то заводы, там мощностя. В общем, это все очень сильно загружает окружающую среду и заставляет мозг людям тоже абсолютно ненужными взглядами на жизнь. И это был первый фактор. То есть, мне было неприятно этим заниматься чисто эмоционально. Второй фактор – модельный бизнес уже никуда не движется. Его время прошло, и он меняется. И модели в привычном их амплуа, там звезды рекламных кампаний, звезд журналов, теряют свой вес, потому что модельная индустрия – это часть рекламной индустрии, и в рекламе уже основную роль играют Instagram Celebrity, потому что люди смотрят Инстаграму каждые 5 минут, и брендам намного выгоднее заплатить Instagram Celebrity, который тебе одновременно и модель, и фотограф, и даже площадка для показывания этой рекламы, потому что журналы уже особо никто не читает, там, или раз в месяц читают, а все Инстаграму листают постоянно, то есть рекламу в Инстаграме видят намного больше людей, чем в журнале там, или где-либо. И основные уже рекламные гонорары не у модели, а у Instagram Celebrities. То есть среднестатистическая Instagram Celebrity зарабатывает больше, чем топ-модель. И я понимал, что если я не уйду сейчас, то через 5 лет, либо через какое-то время я вынужден буду уйти. И лучше уходить, когда я молодой и энергичный, когда еще все впереди, чем когда уже буду старым, и я пойму, что мой бизнес не работает. Поэтому, если вернуться к вопросу,
о том, как решиться на смелый поступок, чтобы изменить свою жизнь. Вот мне кажется, что если все идет хорошо, то смысла менять нет. А если что-то не устраивает, то изнутри это само толкнет на совершение этого поступка. Потому что мне кажется, что чрезмерное потребление – это очень тупо. Это выгодно компаниям, которые производят товары, но для людей это просто ненужное бремя, потому что ты озабочен тем, что мне еще купить, вместо того, чтобы, не знаю, наслаждаться жизнью, природой, общением с друзьями, с любимыми людьми, с детьми. Люди озабочены тем, что купить, и это мы живем в иллюзии, что вот следующее, например, печенька я съем, и все, это последнее. Еще что-то, я куплю новый телевизор или новую тачку, и у меня будет счастье. А на самом деле вместо удовлетворения это разжигает аппетит сильнее, и тебе хочется больше, больше, больше. Ты смотришь на кого-то другого, а всегда кто-то есть круче, красивее, моднее, богаче, и ты чувствуешь как бы дискомфорт внутренний, ты смотришь на людей, которые такие же люди, испытывают такие же эмоции, как и ты, там, радуются или печалятся, ты смотришь на них и чувствуешь к ним презрение, потому что они там по статусу меньше, хуже, чем ты, там, они не такие модные или там не такие богатые. Это загромождает мир хламом, потому что лишняя там футболка или лишняя там тачка тебя счастливее не сделает, но опять же на производство нужно тратить энергию, потом это все превращается в мусор, этот мусор нужно куда-то девать, и такое впечатление, что чрезмерное потребление это как резать сук, на котором сидишь. То есть там рано или поздно Земля перенаселится, там, я не знаю, там нужно будет что-то делать, в космос улетать, и человечество вместо того, чтобы как бы беречь ее, и пока там ученые не придумают решение какое-то, наоборот, ускоряют ее уничтожение ради того, что им не нужно. То есть ради вот какой-то баг в системе произошел, в системе обустройства общества, что производится много больше товаров, чем нужно. И мне кажется, что это тупо. И поэтому хочется творчество просто сказать, чем люди посмотрите, это просто тупо. Ну, типа, это как нелогично, это, ну, типа, раскройте глаза. Искусство всегда отражает контекст, в котором мир находится в данный момент. То есть там во время там, холодной войны появилось движение хиппи, предположим, как реакция на то, что мы не хотим воевать, мы хотим мира. Вот. В время, когда чрезмерное потребление, главная глобальная катастрофа, появляется искусство, которое говорит об этом. Там во время, я не знаю, там чумы было искусство о чуме. Просто отражает это. Современный мир. Мы находимся в пластик-вуде, и что это такое, даже не находится слов, чтобы объяснить. На английском это называется immersive experience. Immerse – это как будто погружаться во что-то, в какую-то атмосферу. На русском слово «погружение», наверное, самый лучший перевод, как оно не звучит. В общем, это место, где вы погружаетесь в анимационный мир, и вот как реальность настоящая и реальность анимационная переплетаются несколько раз. И потому что выставлены декорации мультфильма, который снят в стоп-моушене, кукольного мультфильма. И вы идете через этот мир, одновременно смотрите декорации мультфильма. В мультфильме есть опасные места, такие как шатающийся мостик над мусорным болотом, и вам непосредственно нужно пройти через него тоже. И вы как будто бы переживаете на себе все эмоции героини. И когда вы потом смотрите мультик,
вы, можно сказать, что переживаете это на себе, и это трансформирует ваше отношение к окружающей среде и к мусору, и к собственному потреблению. Потому что весь мультик создан из мусора, и по его сюжету главная героиня, кукла Гарби, затерялась в мусорной стране. И зрителям тоже нужно затеряться в мусорной стране, найти выход и попасть вот сюда, в комнату, где нету мусора, все экологически чистое и натуральное, чтобы почувствовать как бы реинкарнацию и поменять свое отношение в результате к своим привычкам. Сейчас мы сделаем по нему небольшой тур. В этом месте все концептуально, и опыт посетителей срежиссирован от начала до конца. За мной буквы Plastic Wood, которые являются пародией на Голливуд. Естественно, они сделаны из мусора. Точно так же, как все в этом проекте. Точно так же, как Голливуд снимает фильмы, Plastic Wood снимает стоп-кадр анимацию. И они ночью подсвечиваются, чтобы все видели, где это происходит. На входе в Plastic Wood зрители встречает динозавр Долли, который был создан для участия в эко-марше, в котором принимало несколько тысяч человек в Киеве к администрации президента. То есть в первый свой день рождения он вот этой головой заглядывал в окно президента, напоминая ему о том, что динозавры умерли от изменения климата. И когда-то они правили на Земле. Сейчас на Земле правят другие существа, и изменение климата их касается точно так же. Вход в Plastic Wood уже зарастает мусорными лианами. И внутри Plastic Wood сразу на зрителей налетает мусорный ураган для того, чтобы дать им понять о том, что их здесь ждет. И начинается сразу переплетение реальности с анимацией. Здесь установлена первая инсталляция, в которой снимался мультфильм. То есть это декорация мультфильма, в которой он снимался. Камера вот так вот проезжала по надписи Plastic Wood и спускалась вниз. Мы попали в волшебную лесную опушку. И проходя через нее, мы натыкаемся на первые декорации мультфильма. То есть здесь снимался мультфильм, и кукла Гарби как будто бы завлекает вас. Идем со мной в лесную опушку, которая не выглядит страшно, а выглядит как-то таинственно, загадочно, магически. Это сделано преднамеренно, потому что опасность мусора, она не очевидная, кажется. Ну, что такого страшного в том, что я бутылку выбросил, вот. И поэтому ты идешь как будто бы по волшебному лесу и не замечаешь опасности. Волшебный лес заканчивается, и впереди нас ждет шаткий мостик из мусора над мусорном болоте, в котором легко увязнуть в какую-то неизвестность, в какую-то темноту. И здесь перед нами декорация мультфильма, где кукла Гарби была в такой же ситуации. Ей предстояло идти по шаткому мостику над мусорным болотом. И для того, чтобы ощутить на себе, как она себя чувствовала, нам предстоит сделать то же самое. И мы идем, этот мостик шатается, он преднамеренно сделан таким опасным. Сверху, отсюда у нас видно высота, какая-то штука вниз, там крутится мусорный ураган, то есть как бы здесь преднамеренно сделано очень страшное место. И мы прошли, тут сбоку мусорный ураган, а здесь все такое черное, сгоревшее. То есть здесь также мы хотели зацепить идею лесных пожаров, которая очень актуальная сейчас в мире, и показать, что лесные пожары — это тоже
продукт жизнедеятельности человека, и нужно быть поаккуратнее с ними. И специально здесь все сделано дискомфортно, чтобы нужно было нагибаться, чтобы нужно было проходить для того, чтобы как бы вот люди почувствовали этот дискомфорт, связанный с мусором, что как бы мусор уже лезет в глаза, его так много. Это инсталляция качелька, и сзади меня видно привидение. Опять же, смысл, который в нее вложен, что бывают моменты, что мы катаемся, ситуация не предвещает беды, а беда за нами, и мы ее не видим. И дальше на пути нашей главной героини Гарби кладбище. То есть это декорация, на котором снимался вход в кладбище, где водятся привидения. И вон вход в кладбище, которая построена для зрителей. И, например, опять же, из-за разницы в перспективе, объекты, которые дальше, они кажутся меньше. Поэтому, если кто-то станет туда, к тем воротам, то этот человек будет выглядеть по размеру таким же, как кукла Гарби. То есть, это как непосредственный вход в мультфильм. Слова не передают ничего. Это действительно, даже фотографии и видео не передают ничего. Действительно нужно побывать и погрузиться в это. Это как фотографии виртуальной реальности показывать. Сам не знаю, где я их нашел. Сомнения постоянно, даже до сих пор. В голове мысли о том, что рано или поздно это все закончится и придется идти искать нормальную работу. Просто не хочется фигней заниматься какой-то. Вот. И я думаю, что когда придет уже успех, если он придет, финансовая стабильность, тогда сомнения пропадут, когда я пойму, что мое творчество нужно людям, и я могу находить финансирование на его создание, потому что творчество очень дорогое оказалось. До тех пор сомнения постоянно присутствуют, особенно когда я там еще на начальном этапе говорил: я хочу из мусора мир создать и мультики снимать, типа вместо того, чтобы работу искать. Все такие: окей, да, удачи, типа. Поэтому это, думаю, что любого художника, который что-то делает, что еще не приобрело там массовый успех какой-то, чтобы он мог себя прокормить, это сомнение постоянное. И опять же, как правило, успех не отражает искусство, потому что очень много примеров, когда там каких-то творцов признавали после их смерти, предположим. Вот, и даже в нашей ситуации мы сделали первую выставку там полгода назад, с картинами как бы из мусора, и нас тогда никто не знал, и мы повесили эти картины, и никто на них даже смотреть не хотел. Потом мы вот сейчас сделали уже крутой ивент, там типа с прессой, с телевидением, куча народу, там типа мегапроект, там мультик, и уже все сразу области будут, типа это мега круто. И висят те же картины, которые полгода назад никто не хотел смотреть, сейчас все ходят, фотографируют, и там некоторые пишут: вот типа ваш там мультик-проект прикольный, но картины это типа вообще гениально. Вот, то есть, как правило, если кто-то что-то сделал, типа вот известное, там новый фильм с Леонардо Ди Каприо, все его смотрят, потому что все знают, типа, что он зарекомендовал о себе. А если придет новый актер, который сыграет точно так же, никто этот фильм не посмотрит, просто потому что так устроены люди, как бы, вот им нужно подтверждение. Постепенно все, и, первая сложность была в том, что я там не мог позволить себе, там до сих пор не могу того, что я мог позволить себе раньше, и хочется как можно быстрее это вернуть, там, вернуть свой привычный образ жизни, там, типа, с путешествиями, там, с какими-то, вещами, которые я мог себе позволить. И постепенно отвыкаешь, постепенно
становится комфортно довольствоваться малым и фокусируешься только на важном. Были, конечно, но, если честно, то, наверное, занялся искусством, потому что моя идея, когда я рассказывал о ней, практически все были такие: «Вау, нифига себе!» Потому что, опять же, мультик про Гарби — это не то, что хочется снять по-настоящему, потому что этот проект — это просто презентация того, как мы можем работать, то есть что мы можем создавать. Он изначально задумывался как просто презентация комбинации стоп-моушена и трэш-арта для того, чтобы показать людям, как вот мультики, сделанные там из мусора, могут выглядеть, и как они могут быть иронично, там, смешно там, высмеивать потребление. И, по сути, это просто презентация того, для того, чтобы дальше искать финансирование на тот проект, который по-настоящему хочется снять. И когда я о нем рассказывал всем своим друзьям, там, знакомым, людям, они такие: «Вау, как офигенно, я думаю». То есть, и полгода я после того, как ушел из фэшна, не занимался, можно сказать, что непосредственно уже творчеством, я пытался заниматься другими делами. И все говорили: «О, типа, какой у тебя офигенный проект». И я такой, типа, ну, наверное, уже... То есть, я бы так не лишился. Но когда уже столько людей говорит, что это круто, я думаю, ну, может быть, ну... Потому что свои идеи себе всегда кажутся хорошими, а когда кто-то другой говорит, что они хорошие, то это, ну, как связь с реальностью, что ли. То есть более весомый аргумент. И я начал уже непосредственно писать сценарий для мультфильма, только уже сейчас я понимаю, какой это был авантюрный поступок. Вот. И, конечно, многие говорили, что это авантюрный поступок, начиная с моих родителей, которые вообще говорили, что я сумасшедший. И ну, до сих пор люди не понимают, как можно свою жизнь посвятить этому. Ну, я бы сказал так, что на начальном этапе, когда ты кому-то рассказываешь о своей идее, то тебя просто не хотят слушать, потому что ты много рассказываешь, а люди хотят заниматься чем-то другим. То есть сейчас, когда уже там мы что-то сняли, мы сделали, уже кому-то рассказываешь о следующих идеях, и все такие: «О, вау, как типа круто», потому что в начальном этапе просто никто слушать не хочет даже. Вот. А тебе, наоборот, нужна какая-то поддержка, даже не поддержка, а больше нужно как типа мнение со стороны. Слушай, ну, с одной стороны, я почувствовал себя лучше, потому что мне нужно каждый день ходить в офис и заниматься фигней, которая не нравится. То есть переключился на какие-то интересующие меня темы, там, разговоры, мысли. Вот. Но потерялась там какая-то стабильность и ощущение там финансовой безопасности. И, ну, опять же, это иногда может угнетать. Вот так и поменялся. То есть, типа, как все перевернулось наоборот. Вот. Но средний уровень эмоций остался примерно на том же уровне, но сейчас, может, чуть повыше. Ну, я бы не сказал, что он сильно влиял, потому что я никогда не зарабатывал по-настоящему много. Вот. Просто я этим начал заниматься в подростковом возрасте. И дозанимался уже до того возраста, когда нужно что менять. Вот. То есть в подростковом возрасте мне казалось это хорошими деньгами. Когда вырос, уже показалось недостаточно хорошими. Медитация. Ну, это как зарядка для мозга. Это если, например, каждый день бегать, то ты начнешь бегать в лучшей форме, себя почувствуешь. То же самое, если медитируешь, то у тебя мозг начнет работать лучше и во всех отношениях, и легче будет докопаться до себя.
Я думаю, что если тебе хочется что-то менять, то у тебя что-то... То есть, например, как правило, когда людям что некомфортно и они не меняют, то они там начинают наркотики употреблять, либо бухать, вот, либо хавать по вечерам. И если что-то такое происходит, то есть, и, как правило, вместо того, чтобы стать лицом к лицу со своим страхом, люди убегают вот какие-то приятные вещи. И я тогда посоветую, как минимум, найти свою плохую привычку и перестать ее делать, и тогда необходимость появится лицом к лицу стать со страхом. Я бы зрителям посоветовал, если взять из всего, что больше всего повлияло на мое мировоззрение, то книга Thinking Fast and Slow, «Думай, сокращай», по-моему. Дословный перевод — это «Думай быстро и медленно». О том, как работает наш мозг, многие иллюзии пропадают сразу, веры в знаки и подобное. Потом Юваль Ноah Харари, «Sapiens». Это для того, чтобы понимать вообще тоже, как мир устроен, и тоже много иллюзий пропадает. И дальше просто фолловить в YouTube эти видео, которые YouTube выдает похожие, и он приведет к новым познаниям, этот путь. А вам спасибо за то, что смотрели наш видеоблог. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментах, и мы с радостью на них ответим. Пока.